ВВС США нанесли в Сирии удар по проиранским группировкам. Сообщения о жертвах и разрушениях пока поступают путанные и противоречивые. Ясно одно: Вашингтон плевать хотел на суверенитет других стран и международное право. По распоряжению Байдена вооруженные силы США нанесли авиаудары против инфраструктуры, используемой поддерживаемыми Ираном военизированными группировками в Восточной Сирии. По словам Пентагона, удары разрушили ряд объектов, расположенных на контрольно-пограничном пункте, которые использовали ряд поддерживаемых Ираном военизированных группировок, включая Катаиб Хизбалла и Катаиб Саид аш-Шухада. И вот тут и оказалась первая засада для слишком самоуверенного американца. Дело в том, что Катаиб Хизбалла действительно является шиитским военизированным образованием, вскормленным, можно сказать, с кончика штыка корпуса стражи иранской революции КСИР. И эти ребята действительно сражались против США во время войны в Ираке. Но к недавнему обстрелу американских военных объектов в иракском городе Эрбиль эти парни формально не причастны. Там ответственность за ракетный обстрел взяла на себя малоизвестная шиитская группировка Аулия Аль-Дам. Оно понятно, конечно, что без участия КСИР иранские ракеты на американскую базу не полетели бы. Но на то оно и международное право, что опирается на формальности. И с точки зрения международного права, американцы попытались разбомбить совершенно посторонних людей, у которых к тому же с США перемирие. И вообще войну обстрелов изначально развязала Америка, отдавшая приказ на уничтожение иранского генерала и политического деятеля. Почти то же касается и второй упомянутой Пентагоном структуры Катаиб Саид аш-Шухада. Это вообще иракское ополченческое образование, борющееся за сохранение единства Ирака. Эту группировку наблюдатели признают иранским прокси, но тоже далеко не факт, что это они обстреляли американскую базу в Эрбиле. Более того, арабская пресса уже разместила информацию о том, что удар Пентагона угодил дважды не по тем, на кого был нацелен. Так, саудовское издание «Эль-Арабия» утверждает, что под удар американской авиации попали бойцы так называемых сил народной мобилизации Аль-Хашташ-Шааби, большой коалиции различных иракских ополчений, которая на стороне иракского правительства сражалась против исламского государства. В общем, очень похоже, что американцы разбомбили собственного союзника. Но и этого мало. Пока одни издания сообщают, что самолеты ВВС США поразили колонну иракских ополченцев возле контрольно-пропускного пункта Аль-Каим и разбили несколько строений возле этого погранперехода из Ирака в Сирию, другие приводят слова члена Комитета по безопасности и обороне иракского парламента Каты ар-Ракаби. Удар нанесен по пустому объекту, его целью стал склад. Они предполагали, что там находятся силы Аль-Хашд. Слава богу, жертв не было. А в этом свете интрига с бомбежкой приобретает уже совсем неприличный характер, где американцы атаковали не тех, не там и не так, как можно было ожидать от армии США. И на то, что так похоже и есть, намекнул лично министр обороны США Ллойд Остин, который поторопился заверить всех, будто американские военные опирались на разведывательную информацию иракской стороны и уверены в точности нанесенного удара. Пусть так? Примем это как зачетную попытку сонного Джо, как метко назвал Байдена президент Трамп, потрясти дряблыми бицепсами. В принципе-то все прошло, как положено по лекалам официальной пропаганды США и Голливуда. Доблестные американские парни смело вылетели немножко побомбить плохих парней, строго для их же пользы. Попали по своим. Ну, бывает и нечего своим путаться с плохими иранскими парнями. Ну и разумеется, еще один удар США нанесли по уже традиционному своему врагу международному праву. Раздолбили они какой-то склад возле Аль-Каима, нет ли, но вот здесь они отбомбились точно, в десяточку. Недаром и официальный представитель МИД России Мария Захарова тут же заявила на брифинге. Мы решительно осуждаем подобные действия, призываем к безусловному уважению суверенитета и территориальной целостности Сирии. Подтверждаем неприятие любых попыток превращения сирийской территории в арену для сведения геополитических счетов. Итак, Байден начал потихоньку нажимать на военные кнопки, до которых дотянулся. А вот ядерную кнопку даже его соратники предлагают у него отобрать. Но тут встает вопрос, а есть ли она у него вообще? Президент Трамп уехал из Белого дома вместе с ядерным чемоданчиком. Кто-нибудь слышал о том, что его вернули сонному Джу? Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, если хотите. Спонсируйте, ставьте лайки. Или дизлайки. И обязательно комментируйте. С вами были роботы Яндекса. Ермин, Алена, Филипп. и Оксана. а также вся команда делового мира.